Я не ожидала, что он ответит, но он реально ответил. В интервью он сказал, что не отрицает возможности встречаться с русской девушкой. Что же такое для Германа любовь? Awkward. Hei alle venner, Anna opphold her med dere, og I dag har vi en ny kategori. Как он это делает? Hej alle venner, Anna med... Hej alle venner, Anna oppholdt med dere, og I dag har vi en ny категории. Всем привет, друзья! С вами я, Анастей. И сегодня у меня очень хорошее настроение, просто безумно какое-то позитивное. И именно сегодня я почувствовала то самое вдохновение, чтобы начать снимать новую рубрику. Хочу вам напомнить о своей цели добить как минимум 1000 подписчиков до конца этого года. И прямо сейчас у меня 162 подписчика. Я безумно рада, что это число растет, что я не стою на месте, хоть и не такими быстрыми шагами, какими я бы хотела, но я все-таки двигаюсь вперед, и число моих подписчиков не падает, а растет. Как я уже сказала, у нас новая рубрика, и называется она «Анаскан». Представьте, что здесь такой супер-мега крутой эффект сканирующей штуки, такой бззззз. Я его не нашла, но представьте, что он тут есть. Анаскан. Бззззз. Надеюсь, что вам будет интересно смотреть, потому что в этой рубрике я буду рассказывать про разных интересных людей. И сегодня мы будем сканировать норвежского актера, которого очень многие знают по сериалу «Скам» Германа Томероса. Итак, начнем немножко с биографической информации. Герман родился в Норвегии, ему 23 года, то есть он 97-го года рождения. Согласно Google, его рост от 175 до 180 сантиметров. Я не знаю, правда это или нет. Герман, если ты это смотришь, пиши в комментариях, какой у тебя рост, расскажи нам всем правду, потому что я не нашла, везде пишут по-разному. Он актер. Герман 6 лет хотел стать актером. В возрасте 5-6 лет он играл в футбол и понял, что он просто самый худший игрок в команде. И родители ему предложили попробовать что-то кроме спорта. Мама у него танцовщица, а папа певец. И Герман решил стать актером. Первую роль свою он получил в 11 лет в сериале «Архитекторы», то есть в фильме «Архитекторы», прошу прощения, в норвежском. А в 2015 году он стал известен благодаря сериалу «Скам», если переводить на русский, то будет «Стыд», где сыграл Криса Шестада. Я не помню. И, конечно же, это был герой, который нравился очень многим девочкам, прям очень многим девочкам. Помимо того, что Герман актер, он еще и продюсер. Несмотря на то, что у него нету образования продюсерского, он все равно любит это дело и спродюсировал собственный сериал. После финала «Скам» он с другом снял сериал, который называется «Семестр». Его тоже можно найти и посмотреть. Так что теперь можно называть его продюсером. Планочка повысилась. А вот совсем недавно, в 2020 году, Netflix запустили сериал «Рагнарёк», где Герман тоже играет главную роль. И его тоже можно посмотреть в свободном доступе, так что если вам интересно, то вперед. А еще 10 января 2017 года Герман добровольно отправился служить родине, и 15 декабря 2017 года он окончил свою службу. Пишите, знали ли вы то, что Герман служил? Потому что я знала еще давно, еще когда училась в школе. Но мне интересно, знали ли вы, потому что это, мне кажется, не такой популярный, наверное, факт. Кстати, я совсем забыла сказать, что помимо того, что Герман актер, он еще и танцор. Он танцует. Если верить информации в интернете, то в подростковом возрасте он занимался современными танцами и был участником танцевальной команды We Are One. Я даже видела, еще давно смотрела видео, как Герман танцует на сцене с ребятами, и как-то я вообще вылетела из головы, но, возможно, я вставлю это в начале видео, и вы ничего не заметите. С Германом меня связывают очень приятные воспоминания из 2016 года. Вы, наверное, могли подумать, что мы с ним виделись или что-то еще, но на самом деле нет.
Я люблю рисовать с детства, учусь рисовать портреты в основном людей, и Германа я тоже нарисовала, и я помню, что я очень хотела показать ему, потому что я считала, что это красиво. Сейчас я вам дальше расскажу и покажу даже. И я отправила ему рисунок в директ в Инстаграме. Я не ожидала, что он ответит, но он реально ответил. Он сказал, что ему понравилось. Это было 4 утра по Москве. Я прям очень, я помню, я безумно радовалась. Мне надо было идти в школу на следующий день, а я в 4 утра сижу и радуюсь пришедшему сообщению, потому что, конечно же, приятно. Но сейчас я смотрю на этот рисунок, который я рисовала аж 5 лет назад, и просто не понимаю, неужели ему реально понравилось? Ну, рисовала я тогда хуже, чем сейчас. Он достаточно кривой. Там один глаз выше другого. Например, я вам сейчас его покажу. Со всем сердечком я это рисовала, и это прям шедевр мой был. Если его рассмотреть, то вот этот глаз выше, чем вот этот. Вот, 2016 год тут даже написано, 2016 год. Но я старалась очень сильно. И, собственно, на этот рисунок он мне ответил. И да, это все, что было. Думаю, что я отошла от основной темы, слишком ушла в рассказы, но я с вами беседую так по душам. Я очень не хотела, чтобы это видео получилось в формате Википедии, потому что мне кажется, что это скучно и неинтересно, но продолжаю рассказывать про Германа дальше. Сейчас Герман проводит прямые эфиры, в какой-то момент это очень выстрелило, в том числе в России, это тоже стало очень популярным. Его тут у нас прям любят, и он тоже любит своих русских подписчиков. В одном из своих интервью он говорил, что русские подписчики — это самые крутые люди, с которыми он общался. В своих эфирах Герман на разных языках, в том числе на русском, смотрит видео, слушает песни, пытается разговаривать на русском языке. Если вы не смотрели его эфиры, обязательно переходите к нему в Инстаграм и посмотрите, потому что они очень веселые. Он общается со своими подписчиками прямо в прямом эфире. Я очень часто хотела поучаствовать, но постоянно либо у меня не попадало время, либо было еще что-то, но как-нибудь я точно рискну и отправлю запрос на совместный прямой эфир, вдруг получится. Также Герман говорит, что ему нравится русский язык, несмотря на то, что для него он сложный, очень ему нравится, как он звучит. И он очень хочет посетить Россию, и если бы не коронавирус, он бы 100% уже был в России. Привет, как дела? Я люблю тебя, ребята. Привет, я люблю факта. А еще он считает, что русские люди очень дружелюбные, потому что ему лично пишут только хорошие вещи. Про хорошие, по крайней мере, Герман говорил в своем интервью. К слову, я не знаю, как насчет во всех, но в «Скаме» Герман играет такого плохого мальчика, плохиша, который крадет сердца девушек. И в него все влюбляются. В жизни Герман никогда не был королем школы, как он выразился в интервью. Теперь мы перейдем, как я считаю, к самой интересной части видео. Это какая-то более личная информация про Германа. Мне было очень интересно это все узнавать, когда я собирала информацию. Надеюсь, что вам будет тоже интересно. Итак, у Германа есть цель — это работать актером на постоянной основе, то есть взять это за основную профессию. Еще у нас с Германом, похоже, мечта. Правда, с 2 разными людьми, но суть одна. Герман мечтает встретить Фрэнка Синатру. Судя по моей спине, если там видно, там должно быть видно Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Я тоже мечтаю встретить Майкла Джексона. Мы оба знаем, что это невозможно, потому что, к сожалению, и Фрэнк Синатра, и Майкл Джексон уже умерли. Но мечта есть мечта. Почему бы об этом не мечтать? Фрэнка Синатру Герман считает очень талантливым и мудрым человеком. Последний раз, или уже не последний, очень сильно Герман расстроился. Одно из самых сильных расстройств — это то, что случился коронавирус, и все путешествия, все цели, они не состоялись. Герман планировал поехать в Турцию, Россию, Польшу, собирался много путешествовать, но ничего, собственно, из-за короны не получилось. Собирался он это сделать еще летом 2020 года. Как мы видим сейчас, собственно, все, как и было, границы, к сожалению, закрыты. Но
Мы ждем Германа у нас, когда все успокоится обязательно. Прямо сейчас Герман одинок, но надеется встретить свою любовь, надеется встретить ее в скором времени. И в интервью он сказал, что не отрицает возможности встречаться с русской девушкой и не видит в этом никакой проблемы. Сейчас, по крайней мере, по максимально близкой мне доступной информации, сердце его свободно. Если вы вдруг где-нибудь, неважно при каких обстоятельствах, но если вдруг где-нибудь, когда-нибудь вы увидите Германа спящим, не будите его испугом никогда. Его это очень сильно бесит. Поэтому, если вы не хотите его очень сильно взбесить, то не надо так делать. Еще Герман боится летать на самолетах. Я, кстати, не могу сказать, что я сильно боюсь летать, но когда я сажусь в самолет, я всегда думаю о том, что вдруг... Не хочу произносить, но вдруг случится что-то плохое, а вдруг, а если, а как. Поэтому такой мандраж, он всегда присутствует. Также, наверное, многим будет интересно узнать, а что же такое для Германа любовь. Любовь для Германа — это когда ты хочешь быть с человеком на протяжении просто всего времени. Это забота о ком-то за пределами того, что можно вообще себе представить, за пределами разумного, что даже подумать нельзя, что можно заботиться о человеке так сильно. Любовь для Германа — это желание быть лучше, чем ты есть, чтобы сделать другого человека счастливым. И если я правильно перевела его речь, то последнюю фразу он сказал, что это просто ощущение того, что ты принадлежишь кому-то другому. Вот что такое любовь для Германа. Теперь вы знаете, и мне очень интересно почитать, а что же такое любовь для вас. Поэтому пишите в комментариях, и я, наверное, напишу свое мнение тоже. Буду очень сильно ждать ваших комментов. В принципе, я старалась собрать максимально интересную информацию, возможно, какие-то факты, которые просто не найти в интернете. Например, какая у Германа цель, о чем он мечтает, что для него любовь, чего он боится, от чего раздражается. И я надеюсь, что вам тоже было интересно. И последнее. Герман сказал, что если он дает обещания, значит, он их держит. Это очень хорошее качество, и думаю, что все мы, кто посмотрит это видео, очень ждем Германа в России. А еще я чувствую сзади какие-то звуки, и у меня ощущение, что одна из фоток у меня отклеивается. Скорее всего, это Фредди Меркьюри. Я прям слышу, как он отклеивается. Я думала почему-то... Two hours later. Господи, я даже забыла, о чем я говорила. Я так испугалась. Я забыла, о чем я вообще была. О чем я вообще была. Речь моя. Итак, судя по тому, что я вам рассказала, и я сама узнала, Герман создает впечатление очень интересного человека. Было бы, конечно, очень здорово с ним еще лично как-то пообщаться. Надеюсь, что я вам не соврала нигде ни в чем. Если вдруг, вы можете написать в комментариях. Что происходит? Конечно же, мы ждем Германа в России, так как Герман любит Россию, Россия любит его еще больше. Поэтому мы ждем его приезда, когда закончится весь этот ужас с коронавирусом. Надеюсь, что это видео вам понравилось, что вам было интересно узнать о нем какие-то другие, возможно, факты, которых вы не слышали. Очень я горела этим видео, и очень я рада, что я его сделала, что я сделала его первым про Германа, потому что очень теплое у меня отношение к этому человеку. Спасибо вам за то, что вы досмотрели мою болтовню до конца. А мне безумно приятно, что вы со мной, что мои подписчики растут. Подписывайтесь на мой канал, помогите мне достичь эту цель, я очень хочу. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, на Германа, кстати, ссылочку я тоже оставлю в описании, чтобы вы смогли перейти, посмотреть его фотки, может быть, подписаться. А еще Герман даже есть ВКонтакте, поэтому ссылочку на его страничку я тоже оставлю в описании, сможете добавить его в друзья. Я, правда, не помню, как давно он заходил, но заходил и даже что-то писал. Вступайте в мою группу ВКонтакте, в которой я публикую новости по поводу моих новых видео. Это будет просто колоссальная поддержка и огромный пинок под зад, чтобы дальше рвать и метать просторы Ютуба. Тут такое сложное слово. Оно прям огромное, оно прям гигантское. Я не знаю, видно или нет, оно прям длинное. Takk for Takk for oppmerksomheten. Anna Abholt var med deg så lenge, alle sammen.
Ху-ху! Всем спасибо за внимание. С вами была Анастей. До встречи в следующем видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду рада любому вашему слову, любому вашему отзыву. Всем спасибо, всем пока. Я вас очень сильно люблю. И помните, доброта спасет мир.